Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами «Счастье есть». И мы, Андрей и Олеся, за кадром. Привет. А готовить сегодня мы будем хачапури из слоеного теста. Продолжение рецептов грузинской кухни. Это хачапури, называется пенувани. Ну что же, приступим. Внимание на стол. Очень простой рецепт, очень быстро в приготовлении. На выходе получаются замечательные, пышные, вкусные хачапури. Для этого нам понадобится слоеное тесто. Слоеное тесто я сам не готовил, купил в магазине. Здесь два пласта по 250 граммов. Мука для обсыпки, чтобы тесто не прилипало при раскатке. И, конечно же, сыр. Как всегда, эмеретинский сыр и сыр сулугуни. Яичко нам понадобится в конце приготовления, я скажу когда. Ну что же, поехали. Сначала приготовим начинку. Смешаем два сыра. Отложу пока тесто в сторону и приготовлю. Еще раз повторюсь, если не повторялся, если не говорю. Здесь у меня где-то пополам 200, около того 50 граммов американского сыра и сулугуни 250 грамм. Давайте-ка я натру оба сыра. На этот раз я не буду его расщеплять, а просто натру на терке, на крупной терке. Продолжаю натирать сыр. Теперь сулугуни. Все в одну мисочку. Все, я натер два вида сыра. Сейчас я это все хорошенько перемешаю и подготовлю начинку. Все, начинка готова. Сейчас я сполосну руки и приступим к раскатке теста. Все, друзья мои, сейчас наступает самый ответственный момент — раскатка пластов. Вот смотрите, получается два пласта, здесь где-то миллиметров 5, наверное, 6 каждого пласта. Я собираюсь раскатать его где-то до 2-3 миллиметров. Много муки не используйте. Вот. Растаянное тесто, оно становится немножко липковатым, поэтому чуть-чуть вот так вот мучиться. И приступим. Наша задача раскатать этот пласт как можно тоньше, как я уже сказал. Ну что ж, начали. Так, ну что же, вот приблизительно до такой степени тонкости я его раскатал. Теперь задача моя придать геометрию этому пласту теста. Так. Опять же, на глазок постараюсь разделить на 4 ровные части. Вот так вот. Положим пока в сторонку. Хорошо, у нас не прилипло. Займемся начинкой. Аккуратненько укладываю начинку. Чем больше сыра войдет, тем лучше. Тем вкуснее, пышнее получится наши пенувани. Так, уложить начинку — это еще не все. В дальнейшем ее нужно будет правильно распределить. Так, друзья мои, теперь стараемся начинке придать форму квадратика, противоположного углам квадратика теста. Вот как бы получается у нас
квадрат в квадрате, или, как подсказывает Олеся, ромб. В ее видении это ромб. Так, видите, получается? Потому что мы будем вот эти вот кончики квадратика аккуратненько складывать. Вот такую форму мы придали. Очень творческий процесс. Так, я включаю духовку. Сделаю, давайте 200 градусов. 200 градусов, вверх-вниз. Так, теперь нам понадобится яичко. Давайте яичко я разделю. Сюда я помещу белочек. Сейчас я поставлю сюда. Белок мне понадобится для склейки сторон пенування. Можно и водичкой, но лучше, смотрите, я смазываю, но не достигая углов квадрата. Или как это называется? Угол, да? Угла квадрата. Вот это вот место я оставляю не смазанным, потому что мое пенование будет раскрыто. Я так планирую сделать. Теперь тоже не менее ответственный момент. Мы с вами будем загибать края вот таким вот образом. Вот таким вот образом, склеивая ранее. Раз. Два. И вот так вот, соответственно, три. Так. И четвертую сторону. Вот так вот. 4. Все. Теперь проходимся по краешкам, прижимаем. И то же самое делаем с оставшимися 4 хачапурями. Перемещаем наши заготовки на противень. Я буду использовать пергаментную бумагу. А не надо масло? Не надо. Для румяности смажу желтком перед тем, как поместить в духовку. Так, ну что же, вот сделал такие заготовочки. И теперь помещаю их в духовочку. Уже достаточно разогрелась. Температура 200 градусов. Думаю, минут на 15-20 посмотрим. Так, а пока я займусь раскаткой другого пласта. И следующие хачапури я сделаю закрытыми. Эту партию я буду делать полностью закрытую хачапурину. Просто вот так вот намажу краешки.
Так, друзья мои, первая партия открытых хачапури пеновани у нас уже приготовилась. Видите, они открытые. Вот такие вот, даже еще идет дымочек, нежный сыр. Пока отставлю в сторонку, я сделал заготовку закрытых хачапури. Вот. Сейчас я их смажу и прокалю вилочкой, чтобы оттуда выходил пар. Проткну вилочкой. Это обязательно сделать, иначе они лопаются. Да, сделать это обязательно, иначе они будут лопаться. Потому что это слоеное тесто. Нужно принимать меры безопасности. Так. Ну вот, друзья мои, такое блюдо у нас получилось. Вот это вот у нас открытые хачапури. Вот это закрытые хачапури. И вот то, что я приготовил из остатков. Вот такие вот пышные язычки. Некий десерт, дополнение такое. Ну что же, как вы можете смотреть, вот эти хачапуринки остыли, открытые. Давайте-ка я их уже прохладненькие, как тесто. И в этом-то весь и смысл пенувани, что оно делается в таком слоеном хрустящем тесте. Ой, уже подостыло, но замечательная хачапури. Малосоленый меретинский сыр придает просто изумительный вкус. Давайте же вскроем закрытую хачапури, пока она не остыла. Посмотрим состояние сыра. Вот такой вот тянучий за счет сулугуни, еще горячий. Прекрасно. Очень хороший хачапури. Пеновани. Рад представить вам пеновани. Невозможно оторваться. Итак, друзья мои, сегодня я приготовил очередной рецепт грузинских хачапури. Пробуйте, творите. Я буду делать серию приготовления различных хачапури, но вы не забудьте посмотреть, как я готовил и меретинские хачапури, хачапури по-аджарски. Теперь появились пеновани, и впереди нас ждут другие, более интересные, в общем, в целом очень хорошие рецепты. А на этом, друзья мои, все. Я с вами прощаюсь. Вы были на канале «Счастье есть». Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, включать уведомления. Желаю вам всего самого наилучшего, счастья, добра и здоровья. Готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом. С вами был Андрей и Олеся. Всем добра и счастья. Пока, до новых встреч. Из обрезков теста у меня остался вот такой вот кусочек. Вот такой вот кусочек. Вот. Я покажу, как его можно применить. Не выбрасываешь же, когда вот говорят. Знаете, сделаем из него тещин язык. Сладенький десертик. Так. Разрежу на 4 части. Раз. Да, получаются не язычки, а ушки спаниеля. Так, перемешаю яичко и обильненько смажу яичком вот эти вот лепешечки. И сдобрю сахарком. Вот так вот.
И положу это на противень рядом с хачапури. Вот такое безотходное производство. И вот то, что я приготовил из остатков. Вот такие вот язычки. Некий десерт, дополнение такое.